Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусные и полезные маффины или кексы на цельнозерновой муке. Готовить их будет с большим количеством овощей и фруктов, так что эти маффины очень хорошо подойдут как на завтрак, так и просто к чаю. Как обычно, все ингредиенты вы сейчас можете видеть на экране, а также они будут в описании. И давайте готовить! Полстакана изюма заливаем кипятком и отставим пока его в сторону для того, чтобы он размяк и немножко набух. Отдельную чашку в это время я высыпаю 300 грамм муки, цельнозерновая мука здесь, и 200 грамм сахара. Также сюда добавляем 2 чайные ложки соды, 2 чайные ложки корицы, пол чайной ложечки имбиря, а также пол чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваем. Перемешиваем так, чтобы все сухие ингредиенты объединились и чтобы не было совершенно никаких комочков. Также я еще добавлю 2 чайные ложки ванили, она у меня в порошке, это опционально, но в принципе с ней намного вкуснее. Для этих кексов нам понадобится одно большое яблоко, его нужно будет помыть и почистить, а также я взяла 2 морковки, одна чуть побольше и одна чуть поменьше. Общее количество моркови, которое нам понадобится, по рецепту здесь 2 стакана. Яблоко я уже почистила и натираю его на крупной терке сразу в сухие ингредиенты так, чтобы яблочный сок, который выделяется во время натирания, также оказался у нас в тесте. А морковь я натерла отдельно. Морковку лучше натирать очень меленько. Еще раз повторю, что по рецепту здесь нам нужно 2 стакана моркови. Когда морковку будете класть в стакан, смотрите, чтобы она лежала не очень плотно, так достаточно рыхло. Я ее просто складываю сверху, вот как она легла ровненько сама, так и лежит 2 стакана. Сюда же в общую массу всыпаем 50 грамм кокосовой стружки и также можно добавить орехи по вкусу. У меня здесь орешков получилось примерно полстакана. Вместо орешков также можно использовать любые семена по вкусу. Ну а теперь займемся жидкими ингредиентами. Для этого нам понадобится отдельная чашка и сюда я вбиваю 3 яйца. Яйца у меня холодные из холодильника. В этом рецепте не важно, холодные они или теплые. Немножко перемешаю яйца так, чтобы они стали жидкими и объединились. И сюда же нам понадобится еще 2/3 стакана растительного масла или 140 мл. Растительное масло без запаха у меня. И также я добавлю 1/4 стакана апельсинового сока. Это сок примерно половинки одного апельсина. Все хорошенечко перемешиваем. Апельсиновый сок в этом рецепте нужен для того, чтобы погасить соду и чтобы в выпечке сода не сильно чувствовалась. Если апельсинового сока нет, можно заменить его на лимонный. Вливаем все жидкие ингредиенты в нашу сухую смесь. И перемешиваем тесто вилочкой до тех пор, пока все ингредиенты не объединятся и не станут одинаково влажными и однородными. В это время я уже поставила разогреваться свою духовку. Духовка должна быть нагрета до 190 градусов по Цельсию или 375 градусов по Фаренгейту. И на заднем плане вы уже видите, что я подготовила форму для кексов. Будем делать 12 штук. Из ингредиентов у нас остался только изюм, я его немного просушила и слила воду и добавляем его в уже почти готовое тесто. Еще раз перемешаем тесто так, чтобы изюм распределился равномерно и будем раскладывать тесто по формам. Для этого удобно использовать вот такую ложку для мороженого. В каждой такой ложке для мороженого 3 столовые ложки обычной теста. В каждую такую формочку для кекса я положу 2 ложки для мороженого. Это означает, что в каждой формочке 6 столовых ложек без горки теста. И объема теста здесь хватает как раз для того, чтобы сделать одинакового размера 12 кексиков. Эти кексы сильно не увеличиваются, поэтому формочку я наполняю практически до самого верха. И отправляем кексы выпекать. Они у меня обычно стоят в духовке 25-28 минут. Мои морковные кексы уже испеклись, я дала им постоять минут 40, и они чуть-чуть остыли. Вот такие они получились красивые и очень-очень ароматные. Эти кексы выглядят плотными, но на самом деле они очень рыхлые, ароматные и просто разваливаются в руке. Наимягчайшие и очень вкусные. В них очень много текстуры из-за моркови, из-за яблока. Они немного влажные внутри, такие приятные, ароматные. При легком нажатии пальцев смотрите, как они легко распадаются на части. Мне лично эти кексы очень нравятся на завтрак из-за того, что там есть большое количество и белка, и клетчатки. Они достаточно сытные, плотные, вкусные, ароматные. Также они очень хорошо подходят как и с чаем, так и с кофе. И дети, кстати, тоже эти кексы обожают.
вкусные, ароматные, полезные. Что еще нужно? Если у вас остались какие-то вопросы, на вопросы я, как обычно, отвечаю всем в комментариях под видео. А если захотите поделиться фотографиями, то это можно сделать в телеграм-канале, ссылочка будет также в описании.